Всем привет! Меня зовут Марина, я дизайнер и предприниматель. Не так давно я перезапустила собственный бренд одежды в Польше, в Варшаве. И сегодня я хочу взять вас с собой и показать, как же выглядит один мой день работы над собственным брендом одежды. Интересно? Поехали! Так, ну что, для начала я хочу рассказать вам, что я сегодня планирую делать. Сделать рассылку. Я уже вчера занималась полдня этой рассылкой, так что да, надо закончить, сделать рассылку. После этого мне нужно отпечатать несколько заказов, подготовить их к отправке. Еще у меня в планах посмотреть работу плоттера, потому что я давно не пользовалась им, прям со времен старого спешла, но я его с собой перевезла, и хочу понять, насколько он в рабочем состоянии, потому что подружка попросила сделать для нее принт, вот, и это не те принты, которые я заказываю тиражами, поэтому нужно будет использовать плоттер, и я очень надеюсь, что он будет работать, и что все будет хорошо, и я не подведу подружку. Вот, это такое, как бы не сильно рабочая история, но с другой стороны, если я пойму, что плоттер работает, и все с ним отлично, все с ним прекрасно, тогда да, я смогу использовать его в работе в том числе. В общем, да, вот такой сегодня план. Переходим к пункту номер 1. Рассылка. Я решила, что на этот раз я хочу сделать правильный бизнес-имейл. И оказалось, что это совершенно непросто. Там нужно было очень долго присоединять, там прописывать DNS и всякие. В общем, я не очень люблю разбираться с подобными штуками, но бизнес часто про какие-то штуки, которые вам не хочется делать, тоже в том числе. Поэтому да, я только что увидела, что все окей, все мои действия, которые я делала вчера, успешно пройдены. И да, у меня теперь привязан мой новый красивый бизнесовый имейл к моей рассылке, поэтому рассылку я уже вчера подготовила, я почистила клиентскую базу, потому что раньше у меня в клиентской базе было очень много имейлов людей, которые делали заказы раньше, когда мы работали в Беларуси. Сейчас я поняла, что, наверное, не очень правильно их добавлять в текущую рассылку, потому что многие, кто заказывали у нас раньше, не могут сделать заказ сейчас, потому что сложно оплатить, сложно доставить и так далее. И да, сейчас буду нажимать на волшебную кнопочку «Отправить», и, честно говоря, это всегда очень-очень страшно, потому что ты думаешь, боже, может быть, я что-то упустила, а email рассылка — это такая штука, которую, ты не можешь откатить, все, как бы людям уже пришло, и если там какие-то косяки, то сори, приходится с этим мириться, поэтому да, 30 раз надо перепроверить, и сейчас буду запускать рассылку. Я отправила. Надеюсь, что все хорошо. Первый пункт сделали, переосмыслили, двигаемся дальше. Покажу вам свою мини-студию. Такое мое творческое пространство. Здесь у меня принты, здесь всякие штуки, которые могут быть полезные. Здесь частично склад и вещи, которые мне нужны часто, довольно часто. Здесь висят некоторые футболочки, которые вот мы как раз брали на фотосессию, которая была пару дней назад. Вот, я хочу их тоже приложить, но чуть-чуть попозже. Да, у меня появился вот такой вот помощник. Это термопресс. Он очень красивый, эстетичный, не такой большой, как мои прошлые термопрессы. Он автоматически сам закрывается, автоматически открывается, не нужно прилагать никаких усилий. Я пока в восторге, мне очень нравится. Да, здесь уже лежит один заказик. Так, это принты. Здесь уже лежит один заказик на отправку. Вот. Сейчас еще парочку подготовлю. Я решила на этих пакетиках писать белым маркером. И на самом деле изначально я даже как-то так и задумывала, потом мы делали наклеечки, и сейчас я все-таки сделала то, что я хотела изначально, и мне кажется, это выглядит очень-очень-очень мило. И вообще в целом эти пакетики — моя любовь.
В общем, подготовила я заказы на отправку. Получилось довольно быстро. Я думала, что на это уйдет больше времени, учитывая, что я сегодня еще не только упаковываю и печатаю, но еще и снимаю весь этот процесс. А сейчас я буду тестировать свой крикат, насколько он живой. Пока кажется, что живой. Кстати, он у меня, смотрите, как пожелтел. Это ему уже сколько лет. И он долго в офисе, в старом спешловском, стоял на солнце. Я думаю, из-за этого, потому что он пожелтел вот здесь и с обратной стороны, а здесь он беленький. Не знаю, насколько меня это сильно бесит, пока не поняла. Ну, в общем, если вы знаете, как это очистить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я решила попробовать сделать тестовую резку для Стефаши. Просто набрала имя Стефан и попробую сейчас резать, вместе с вами посмотрим. Я надеюсь, что все получится. Как в старые добрые времена этот звук. У меня там в эйрфрайере еда готовится. Надеюсь, что вам не слышно, как эйрфрайер гудит. Попробую зачищать. Так, здесь у меня можно снимать по-горячему. Не нужно ждать, пока остынет, поэтому проверим. О, да. Все, красота. Сижу, смотрю видео, как промаркировать склад. Сейчас буду начинать этим заниматься. Такая вот у меня есть штука еще для печати штрих-кодов. Я ее покупала для того, чтобы штрих-коды на Wildberries делать. Я не уверена, что я вам сегодня еще буду это показывать, потому что я думаю, что это займет много-много-много времени. А сейчас я поеду, мне пришло сообщение, что пришли мои целлофанчики, и хочу поехать отправить посылки. Ну что, я готова выезжать, сейчас отправлю посылочки, заберу целлофанчики и уже поеду за ребенком. В общем, на этом все. Я надеюсь, что вам было сегодня интересно. Может быть, вы почерпнули что-то полезное для себя. В любом случае, я буду очень благодарна вам за комментарии, за лайки. Вообще, любая активность под этим видео поможет моему каналу продвигаться и моим видео быть увиденными другими людьми. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть свободная минутка, можете написать что-нибудь, поставить лайк. Мне будет безумно приятно. И да, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, потому что там я каждый день появляюсь, в отличие от этого YouTube-канала, хотя я здесь планирую все-таки появляться чаще тоже, но не так часто, как в Инстаграм. Поэтому да, и там вас тоже буду рада видеть. В любом случае, всего хорошего, до встречи в следующих видео. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была я, Марина, и всего вам самого лучшего. Пока-пока!